Известный японский продюсер рассказал, как впервые, услышав Димаша, отправился в Казахстан, чтобы пригласить его в свою страну. Все подробности в этом выпуске. Смотрим! Привет, друзья! Вы смотрите экспресс-новости на канале Алга Петербург. Известный продюсер, представитель престижной японской корпорации NHK Хироюки Яманака дал интервью специально для портала Dimash News, в котором рассказал о творческих тенденциях в азиатских странах, а также о том, как поведение японцев и семейные ценности влияют на развитие страны. Полную версию интервью читайте на официальном сайте. Здесь же я расскажу вам о самых интересных моментах, связанных с Димашем. В интервью продюсер рассказал, что занимается продюсированием музыкальных программ с ведущими артистами как из Азии, так и со всего мира, ставит сценические выступления, а также организовывает музыкальные фестивали, в том числе и Токийский джазовый фестиваль, который должен был пройти в мае в Японии. Мы с огромным нетерпением ждали участия Димаша на фестивале, но, к сожалению, из-за вынужденного карантина это оказалось невозможным. Сначала мы все были в растерянности, как вдруг во время одного из совещаний нам неожиданно пришла идея провести фестиваль джаза онлайн. В итоге мы запустили прямую трансляцию, которая в общем счете длилась 7 часов, и Димаш принял там участие. Мероприятие, кстати, выпало на его день рождения, и мы поздравили его с этим прекрасным праздником в прямом эфире. Мы очень благодарны Димашу, его отцу, руководителю творческого центра Димаш Али, Канату Айтбаеву, фанатам и всей команде певца, благодаря которым этот фестиваль получился таким красочным и интересным, сказал Хироюки. Также продюсер поделился планами на будущее. Например, известный фестиваль песни Abu Song Festival, в котором принимал участие Димаш, будет проходить во Вьетнаме. А ведь благодаря этому фестивалю Хироюки познакомился с Димашем. Вот что он об этом рассказал. Впервые я услышал пение Димаша в 2015 году на песенном фестивале Abu Song Festival в Стамбуле. Я был очень впечатлен, услышав его голос на концерте. Выступление и подача исполнителя были великолепны. Меня поразило то, что в мире есть такой молодой, талантливый певец. Тогда Димаш пел на этом фестивале народную песню «Дайди Дау». И в этой песне, благодаря его исполнению, отразилась вся уникальная история и культура Казахстана. Позже я был очень рад, когда узнал, что Димаш будет участвовать в конкурсе I'm Singer на китайском телеканале Хунань. В 2019 году фестиваль Abu Song Festival проводился в Токио, и я, как продюсер, выбрал для участия сильнейших артистов Азии. Первым, кто мне пришел тогда в голову, был Димаш. Я связался с руководством казахстанского телеканала, а позже встретился и с самим певцом. И когда я посетил концерт Димаша Арнау в Казахстане, я подумал, что мне просто необходимо убедить его согласиться на участие в Abu Song Festival. И вот в ноябре 2019 года выступление Димаша на сцене фестиваля состоялось. Как только президент компании NHK услышал голос исполнителя, сразу стал его фанатом. Таким образом, он был приглашен на Токийский фестиваль джаза. Димаш исполнил песню «Самалтау». После этого интерес к певцу в Японии значительно вырос. Телеканалы один за другим начали приглашать Димаша в свои программы и просили интервью. Также из этого интервью мы узнали, что господин Хироюки уже бывал в Казахстане и оказался под сильным впечатлением от посещения этой страны. Впервые я посетил Казахстан в 2019 году, побывав в Нур-Султане. Я всегда был очень заинтересован в культуре Центральной Азии. На фестивале песни Abu Song Festival я все время мечтал услышать голоса казахстанских певцов. Нур-Султан – безумно красивый город, в который я влюбился с первого взгляда. Казахстанские блюда из конины и баранины были очень вкусными, а гостеприимство людей тронуло меня до глубины души. Также не могу не сказать об архитектуре города. Здания очень красивые и современные. А когда я узнал, что Нур-Султан проектировал знаменитый японский архитектор Кисё Курокава, почувствовал близость. В следующий раз я мечтаю посетить
Алматы. Димаш продолжает завоевывать сердца людей по всему миру. Люди с большим интересом смотрят не только на артиста, но и на его родину – Казахстан. Будем надеяться, что карантин скоро закончится, и все желающие отправятся созерцать красоты этой красивой страны. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.